Всем привет! В этом видео вы увидите подробный мастер-класс по вязанию такого кардигана. Я вязала из пряжи Alize Superlana Teak. Состав здесь такой же, как в обычной Суперлане: 25% шерсть, 75% акрил. В 100 граммах 570 метров. Номер цвета 312. Вязала крючком 2,5 миллиметра. На кардиган у меня ушло 340 граммов пряжи. Размеры такие, по которым вязала я, какие у меня получились, подойдут на 52-56 размер. Я расскажу, что получилось у меня по размерам. Длина у меня получилась полностью кардигана 74 сантиметра. При этом кайма по нижней части 17 сантиметров. Вместе с каймой 74 сантиметра. Ширина 62 сантиметра. Рукава. В самой широкой части рукава 23 сантиметра. И здесь, после убавлений, 18 сантиметров получилось. Длина по внутренней части, вот здесь, 40 сантиметров. Длина регланной линии 33 сантиметра. На рукаве кайма короче, чем по нижней части. По нижней части, я сказала, 17 сантиметров, так как там связано больше рядов. А здесь 12 сантиметров кайма. Кардиган связан регланом сверху с азиатским ростком. Использовано здесь два узора. Схема основного узора кокетки, она же продолжается и после подрезов. И по нижней части кардигана и в конце рукава вот такая ажурная кайма. Схемы узора кокетки и основного узора и узора каймы я добавлю в сообщество, и также под видео будут ссылки на эти схемы. Коротко, как я сказала, вяжется регланом сверху, набирается петли для горловины, вяжется кокетка, затем по спинке вот здесь азиатский росток я вязала. Дальше я, за исключением рукавов, начала вязать спинку и полочки. Также набирала подрезы здесь. Затем связала рукава, обвязала полностью полочки и горловину. Это все, о чем я сейчас говорю, в видео это все подробно есть. И также пришила пуговицы. Всего у меня 5 пуговиц. Пуговицы пришивала на расстоянии вот напротив одного ряда пуговицы, затем ряда именно со столбиками. Затем 5 рядов со столбиками пропускаю, в шестом следующее. 5 рядов со столбиками пропускаю, в шестом следующее. В сантиметрах я не измеряла. Пуговицы можно пришивать кому как нравится. Отверстиями для пуговиц служат сами отверстия в узоре. Я дополнительно не стала вывязывать петли. Можно дополнительно петли. Я попробовала, но получается как-то слишком расходится потом планка, так как здесь обвязка узенькая. Если сделать более широкую планку, то можно петли сделать на самой планке. Здесь планка узкая, поэтому здесь лучше использовать в качестве петель отверстия в узоре. Подробно, как я его вязала, вы сможете увидеть, посмотрев это видео дальше. Схема узора выглядит так. Начинать вязание можно с цепочки воздушных петель или, как указано на схеме и как буду делать именно я, ячейками. Раппорт узора в основной части составляет всего 2 ряда, а по регланной линии 4 ряда. Они отмечены вот квадратом. Количество ячеек должно быть нечетным в каждой части. То есть на спинке, на рукавах и на полочках должно быть нечетное количество
ячеек плюс по одной ячейке на регланную линию. Всего 4 регланных линии, то есть плюс 4 ячейки. По моей плотности вязания я рассчитала, у меня одна ячейка 1 сантиметр, и я распределила петли следующим образом. По одной ячейке у меня будет на регланной линии, 19 ячеек, соответственно, это 19 сантиметров, на спинку, по 5 на рукава и по 9 на полочке. И всего это 19, 5, 5, 9, 9 и 4 регланных, у меня 51 ячейка. Итак, набираю 51 ячейку. Делаю первую петлю и набираю 3 воздушные петли и столбик с накидом в первую петлю. Делаю накид на крючок, ввожу крючок в первую петлю цепочки, вытягиваю нить, протягиваю рабочую нить через 2 петли на крючке и еще раз через 2 петли, то есть столбик с накидом, и продолжаю набирать. Это одна ячейка, 3 воздушные петли, столбик с накидом вот сюда. Между ячейками 2 нити. Провязываю столбик с накидом. Вторая ячейка. Еще раз 3 воздушные петли, столбик с накидом, между ячейками подхватывая 2 нити. 3 ячейки. И так набираю 51 ячейку. Так я набрала все ячейки и маркерами отметила регланные линии. 51 ячейка, 19 на спинку, 5 на рукава, по 9 на полочки и по одной на регланные линии. И начинаю вязать. По краям полочек я буду провязывать по 2 дополнительных столбика для укрепления края. А дальше все как по схеме. Так вот, я закончила вязание ячеек и перехожу на изнаночную сторону. Первый ряд вяжется по изнаночной стороне. Сначала я делаю одну петлю подъема, разворачиваюсь и вязать буду дальше внутрь ячеек этих. В первую ячейку провязываю 2 столбика без накида. 1 столбик, ввожу крючок внутрь ячейки, вытягиваю нить и провязываю через 2 петли на крючке. Я провязала 2 крайних столбика, 2 кромочных столбика. Длина столбиков, высота столбиков будет зависеть от того, как начинается сам ряд. Итак, в первом ряду провязала 2. И дальше я вяжу, как идет по схеме узора. В эту же еще ячейку я провязываю еще 1 столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую ячейку в центр провязываю столбик с 1 накидом. Делаю накид на крючок. Ввожу крючок внутрь ячейки. Вытягиваю нить. Провязываю через 2 петли на крючке. И еще раз через 2 петли на крючке. Дальше 3 воздушные петли. И в следующую ячейку провязываю столбик без накида. И так повторяю. 3 воздушные петли. В следующую ячейку столбик с накидом. 3 воздушные петли. В следующую ячейку столбик без накида.
Так чередую через 3 воздушные петли в одну ячейку столбик с накидом, в следующую столбик без накида. С накидом 3 воздушные петли, в следующую без накида. 3 воздушные петли, в следующую ячейку столбик с накидом, 3 воздушные петли, в следующую ячейку столбик без накида. И вот я пришла к регланной линии. В регланной линии должен быть провязан столбик с накидом. 3 воздушные петли также. И в центр регланной ячейки также столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли. В следующую ячейку столбик без накида. И так повторяем до конца ряда, чередуя через 3 воздушные петли в одну ячейку столбик с накидом, в следующую столбик без накида. Заканчиваю ряд, провязала столбик без накида, дальше 3 воздушные петли, в следующую ячейку, в предпоследнюю столбик с накидом, 3 воздушные петли, в последнюю ячейку провязываю также столбик без накида и еще сюда же 2 кромочных столбика без накида, один столбик и второй. Второй можно провязать или в центр ячейки, или в крайнюю воздушную петлю. Все, первый ряд провязан. Вяжем второй ряд. Для подъема я делаю 2 воздушные петли. Можно делать 3. Я делаю в данном случае 2 воздушные петли. Разворачиваюсь на лицевую сторону и над вторым столбиком провязываю столбик с одним накидом. Это 2 кромочных столбика. В данном случае это столбики с накидом. Дальше 1 воздушная петля. И над столбиком с накидом и рядом будем провязывать по 5 столбиков с одним накидом. Там вот арки. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли. В арку перед столбиком с накидом провязываю, прямо под арку, заводя крючок, провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Третий столбик провязываю над столбиком предыдущего ряда. И еще 2 столбика в ячейку после столбика предыдущего ряда. 1, 2. Вот таким образом. И продолжаю. 1 воздушная петля, дальше 5 столбиков, 2 столбика в арку, 3 над столбиком с накидом и 2 в арку после столбика. 1, 2. Всего 5. Повторяю. Воздушная петля, 5 столбиков. 1, 2, 3 над столбиком, 4, 5. Группа из 5 столбиков, между ними по 1 воздушной петле.
Так провязываем до регланной линии. Воздушная петля, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И я пришла к столбику над регланной линией. Вот здесь в регланной линии вяжем уже прибавки. В первую арку провязываем группу столбиков, 3 столбика с накидом с общей вершиной, 3 незаконченных столбика. Значит, делаю накид на крючок, ввожу крючок вот в эту арку первую, достаю нить, провязываю через 2 петли на крючке. Опять накид на крючок, через арку достаю нить, провязываю через 2 петли на крючке. Это 2 столбика. И еще раз 1 незаконченный столбик. На крючке 4 петли, протягиваю нить через все 4 петли. Вот такая группа. И еще одну такую же группу нужно связать в эту же арку. Между ними 1 воздушная петля. 1 воздушная петля и снова 3 незаконченных столбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 столбик, 2 незаконченный столбик и 3 незаконченный столбик. На крючке 4 петли, провязываем их вместе. Дальше 2 воздушные петли, и в следующую арку также нужно связать по 3 столбика незаконченных с общей вершиной. Провязываем 1, 2, 3. Провязываем все 4 петли на крючке. 1 воздушная петля и еще раз в эту же арку. 1 незаконченный столбик, 2 незаконченный столбик и 3 незаконченный столбик. Провязываем 4 петли на крючке. Все, регланная линия связана. Дальше продолжаем до следующей регланной линии. Группа из 5 петель, группы из 5 столбиков, между ними по 1 воздушной. После регланной линии также делаем воздушная петля и вяжем 5 столбиков. 2 столбика в арку, 3 над столбиком предыдущего ряда, 2 в следующую арку. И снова 1 воздушная петля, 2 столбика в арку, 3 над столбиком, 4, 5 в арку. Все, я пришла ко второй регланной линии, отмеченной маркером, и провязываю так же, как уже сейчас здесь показала. 1 воздушная петля и под первую арку провязываю 3 незаконченных столбика с 1 накидом с общей вершиной. 1 воздушная петля, и сюда же в эту арку 3 незаконченных столбика, 1, 2, 3 с общей вершиной. 2 воздушные петли, и в следующую арку также провязываю незаконченные столбики. 1 незаконченный столбик с накидом, 2, 3, провязываю 4 петли на крючке. 1 воздушная петля и еще раз в эту же арку. 1 столбик, 2 столбик, 3.
Провязываю все петли на крючке. И продолжаю таким образом провязывать. Снова 1 воздушная петля и 5 столбиков. И так провязываю сейчас по спинке 5 столбиков, между ними воздушная петля. Затем в регланной линии провязываю так, как я уже показала, и так далее. В конце ряда подключусь. Довязываю второй ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петля. И над последними 2 столбиками 1 столбик пропускаем, и над последними 2 столбиками столбики без накида. Ой, столбик с накидом. 1 столбик с накидом, и над последней петлей 2 крайний столбик с накидом. Провязали 2 ряда. И дальше каждый ряд будет начинаться с 2 столбиков кромочных и заканчиваться 2 кромочными столбиками с накидом. Столбики без накида в начале и в конце ряда я связала только в первом ряду, это повторяться уже не будет. В каждом ряду дальше в начале ряда 2 столбика с накидом и в конце ряда 2 кромочных столбика с накидом. Продолжаем вязание. 3-й ряд. Две воздушные петли для подъема, заменяющие первый столбик с накидом, и над следующим столбиком 2 кромочный столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петли. И вяжем так же, как вязали в первом ряду. Под воздушную петлю 1 столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. И вот здесь у нас группа из 5 столбиков. 2 столбика пропускаем, над 3-м вяжем столбик с накидом. И снова 3 воздушные петли. 2 столбика пропускаем, под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида. И так чередуем. 3 воздушные петли, столбик с накидом в 3-й столбик в центр. Три воздушные петли, столбик без накида под воздушную петлю. 3 воздушные петли, столбик с накидом в центр, в 3-й столбик, 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда, 3 воздушные петли, столбик с накидом, центральный 3-й столбик. Три воздушные петли, столбик без накида. И вот мы пришли к центру регланной линии. Вот она была регланная линия. И провязываем так. 3 воздушные петли. Между 2 вот этими группами из незаконченных столбиков с общей вершиной, между ними была 1 воздушная петля, провязываем под эту воздушную петлю столбик с накидом. 3 воздушные петли,
И здесь, где было 2 воздушные в центре петли, заводя крючок под эти 2 воздушные, вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли и сюда же еще 1 столбик без накида. И дальше также следует у нас 2 группы незаконченных столбиков с общей вершиной. Провязываем также 3 воздушные петли, между ними была воздушная петля. Под эту петлю вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли и дальше под воздушную петлю столбик без накида. И продолжаем 3 воздушные петли в 3-й столбик из 5 столбиков предыдущего ряда, столбик с накидом, 3 воздушные петли под воздушную петлю, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида. И снова я пришла к регланной линии. Провязываю также 3 воздушные петли, под воздушную петлю между этими группами столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли, где было в центре 2 воздушные, внутрь вяжу столбик без накида, 3 воздушные петли, сюда же столбик без накида. 3 воздушные петли, снова между группами под воздушную петлю столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли и под следующую воздушную петлю столбик без накида. И продолжаю таким образом провязывать, чередуя через 3 воздушные петли столбики с накидом, столбики без накида, столбик с накидом, столбик без накида. И в каждой регланной линии провязываю так, как я уже показала. Заканчиваю вязание 3-го ряда. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, над воздушной петлей столбик без накида, 2 воздушные петли и 2 кромочных столбика над 2 последними столбиками, столбики с накидом, 1 столбик с накидом и во вторую воздушную петлю подъема 2 столбик с накидом. Вяжем 4-й ряд. 2 воздушные петли подъема и над 2 кромочным столбиком столбик с накидом. И это ряд опять вяжем группа по 5 столбиков. 1 воздушная петля и снова в арку 2 столбика, над столбиком 1 столбик, в арку 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик в арку, 3 столбик над столбиком с накидом предыдущего ряда, 4 и 5 в следующую арку. Воздушная петля и снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля
5 столбиков, то есть так же, как во втором ряду вязалось. 3, 4, 5. Воздушная петля, еще 5 столбиков, воздушная петля, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И я пришла к тому месту, где у нас центр регланной линии. В центре сейчас было связано в предыдущем ряду столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Вот под эти 2 воздушные петли провязываем следующим образом. Так, после 5 столбиков делаем воздушную петлю и в арку из этих 2 воздушных петель провязываем 3 столбика незаконченных с общей вершиной, 1, сюда же 2, сюда же 3 и провязываем все 4 петли вместе, связали 2 воздушные петли и сюда же в эту арку еще такую же группу из 3 незаконченных столбиков, 1, 2, 3, провязываем общую вершину и получается так. Дальше продолжаем опять группы. Воздушная петля, группа из 5 петель, из 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, сейчас еще одну регланную покажу, 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, 1, 2, 3, 4, 5 и пришла к центру регланной линии. Под 2 воздушные петли провязываю также 3 столбика с одним накидом незаконченных, 1, 2, 3, провязываю все 4 петли, 2 воздушные петли и сюда же 3 незаконченных столбика с общей вершиной, 1, 2, 3, заканчиваем. И продолжаем. Воздушная петля, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И так продолжаем в каждую регланную линию в центр провязывать по 3 незаконченных столбика, между ними 2 воздушные петли. Таким образом у нас в предыдущем ряду уже добавилось по одному
раппорту на рукава и на каждую часть на полочке по 2 раппорта и по 2 раппорта на спинку. В конце 4-го ряда 5 столбиков, воздушная петля и над 2 крайними столбиками с накидом 2 столбика с накидом. 1, 2. Все это были 4 ряда раппорта, которые повторяются. Единственное, что сейчас я еще раз провяжу первый ряд, так как я его провязывала в ячейке, а теперь покажу, как его провязывать по узору, так как дальше он уже будет, первый этот ряд раппорта в высоту, вязаться именно так, как сейчас я его покажу. Итак, по краю также 2 воздушные петли, и 2 крайний столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петли, под воздушную петлю столбик без накида, и повторяем 3 воздушные петли, в 3-й столбик предыдущего ряда столбик с накидом, 3 воздушные петли, под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида. Так, где у нас центр? Вот. Еще раз 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида. И вот регланная линия, над ней, где я провязывала 2 группы из 3 недовязанных столбиков, незаконченных столбиков с накидом с общей вершиной. Между ними 2 воздушные петли. Сюда также провязываем, так же, как и в первом ряду в ячейку мы вязали обычно, такую же 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные. И здесь также вяжем 3 воздушные петли. Вот под эти 2 воздушные центральные столбик с накидом, 3 воздушные петли. И продолжаем. Под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида и так далее. 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида. То есть здесь весь ряд этот вяжется просто группы. 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида. Полностью. И в регланную линию в том числе. Давайте еще раз до следующей регланной дойду. 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные без накида, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида, 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик без накида. И вот я снова пришла в центр регланной линии. Провязываю 3 воздушные, под 2 воздушные петли
столбик с накидом, 3 воздушные. И в следующую арку из воздушной петли столбик без накида и так далее. С накидом, без накида. И дальше повторяются эти 4 ряда. Первый, так как я сейчас показала, дальше второй, третий и четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Так повторяются на протяжении всей кокетки. Сейчас я провяжу какое-то количество рядов до необходимой мне ширины изделия и скажу вам, сколько рядов я провязала. Я провязала все ряды кокетки с прибавками по реглану. У меня получилось 36 рядов. Сейчас на этом этапе у меня ширина спинки 58 сантиметров, длина регланной линии 29 сантиметров. Теперь мне нужно связать росток. Определиться, сколько вы будете вязать росток, можно, отсчитав определенное количество рядов. Вот, допустим, я отсчитала 8 рядов, 2, 4, 6, 8. Вот так опускаю и смотрю. Мне этого будет достаточно для вязания. Также нужно учесть раппорт узора. Если вы вяжете, допустим, другим узором и раппорт узора большой, также нужно учесть, что начать вязание ростка и закончить его вы должны так же, чтобы он потом при соединении спинки и полочек и провязывания подрезов совпадал с тем рядом, которым вы должны продолжить вязание. То есть сейчас я закончила вязание 4-м рядом схемы. То есть потом, когда я провяжу росток, я начну вязать от начала вязания 1-й ряд схемы. Значит, у меня росток также должен закончиться 4-м рядом схемы. Но здесь еще как? Здесь 4 ряда схемы, если считать с прибавками по реглану, так как здесь меняется 4 ряда регланная линия. Если вязать по прямой без регланной линии, то здесь повторяется только 2 ряда. То есть ряд с воздушными петлями и ряд, в котором провязываем вот эти по 5 столбиков с накидом. Поэтому можно считать, что по прямой этот узор, раппорт этого узора 2 ряда. Значит, у меня и росток также должен быть кратный 2 рядам. Сейчас я начинаю вязание ростка с 1-го ряда. 1-й ряд схемы я вяжу по изнаночной стороне. Значит, и росток я разворачиваюсь на изнаночную сторону и буду провязывать росток только по петлям спинки, азиатский росток, начиная от края регланной линии и заканчивая также краем регланной линии. Центром, вернее, не краем, а центром. Края у меня будут в центрах по центру регланных линий. Здесь я присоединю сейчас вот этот, так, где у меня начало? У меня остался от первого мотка вот такой небольшой клубок. Я его просто присоединяю, вернее, прикрепляю вот так, чтобы он мне не мешал. И затем я продолжу здесь с этого места вязать после вязания ростка, а для ростка я присоединю новую нить и начинаю вязать вот отсюда. По краям в начале и в конце ряда при вязании ростка я буду провязывать также по 2 кромочных столбика, то есть эти края, они будут выглядеть точно так же, как они выглядят по краю полочки. Вот моя полочка. Вот здесь я провязывала в начале и в конце ряда по 2 столбика, и точно так же я буду провязывать по краю ростка. Значит, присоединяю новую нить. Вот у меня центр моей регланной линии. Вот она. Сюда присоединяю нить. Нить тонкая, можно просто завязать вот так узелок. И сюда же в центр регланной линии я начинаю провязывать эти 2 столбика. 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом.
Вот мои первые 2 кромочные столбика. И дальше я продолжаю вязать ряд, так как вязали на протяжении всей кокетки первый ряд схемы. То есть этот ряд с воздушными петлями. 3 воздушные петли сразу, вот после регланной линии сюда, столбик без накида, 3 воздушные петли, в центральную из 5 столбик с накидом, из 5 предыдущего ряда столбиков столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, в центр столбиков, столбик с накидом и так далее. Вот так продолжаем вязать этот ряд по всей спинке до регланной линии. В конце ряда, вот у меня центр регланной линии, также провязываем столбик без накида перед регланной линией, 3 воздушные петли и в центр регланной линии 2 столбика с накидом, 1, сюда же 2. Все, теперь будем вязать поворотными рядами на этих спинках. Второй ряд, так же как по краю горловины, вернее по краю полочек, делаю 2 воздушные петли, разворачиваюсь на лицевую сторону и столбик без накида над вторым столбиком. Дальше это ряд у нас, где провязываем группы по 5 столбиков, так же как и вязала, делаем 1 воздушная петля и сразу же провязываю 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля и снова 5 столбиков. И так до конца ряда. То есть мы теперь будем чередовать, как и чередовали, по сути, эти 2 ряда, только уже у нас стало 2 ряда в раппорте, поскольку прибавки по регланным линиям мы уже не вяжем. Провязываем до конца ряда этот ряд группами по 5 столбиков, между ними воздушная петля. В конце ряда провязала 5 столбиков, воздушная петля, и вот они, мои 2 столбика, над ними провязываю 2 столбика с накидом, 1 и 2. Дальше чередую эти 2 ряда. В первом ряду здесь я провязала 3 воздушные петли, так как я выходила из регланной линии на прямое вязание. Теперь здесь уже я вяжу по прямой, и поэтому в следующем ряду также буду вязать, как вязала по полочкам, по краю полочки. Значит, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, кромочные 2 столбика, и дальше я перехожу на ряд с воздушными петлями. Я вяжу 2 воздушные петли и в первую арку столбик без накида, то есть так же, как я вязала по горловине, и продолжаю 3 воздушные петли, столбик с одним накидом и так далее. То есть я это все уже показала. Повторяем эти 2 ряда, 1, 2, 1, 2. Всего у меня будет 8 рядов, как я сказала. Провяжу эти 8 рядов и буду соединять спинку и полочки. 8 рядов ростка провязаны. Вот они. И теперь я буду соединять спинку и полочки и также добавлять подрезы. Эту нить я
которой вязала росток, я оборвала уже, все, она не нужна. И продолжу вязать этой нитью. Так, которую вязала. Итак, сейчас мы закончили лицевым рядом, значит, переходим к вязанию в изнаночном ряду. Вот отсюда начинаем вязание там, где закончили, когда кокетку вязали. Итак, провязываем полочку, затем подрез. Давайте я буду показывать это все. Так, вот я закончила вязание. Поднимаюсь 2 воздушные петли, второй кромочный столбик. Здесь по краю все точно так же будет продолжаться. Итак, это ряд с арками из воздушных петель. Вяжу 2 воздушные петли, затем столбик без накида и вяжу арки. 3 воздушные петли, столбик с накидом, средний столбик из группы в группу из 5 петель. 3 воздушные петли, столбик без накида. Провязываю этот ряд до конца, ряд с арками, до конца полочки. И там нужно будет сделать подрез. Я провязала всю полочку. Вот регланная линия, центр регланной линии между полочкой и рукавом. Так, последний вот столбик без накида. Дальше вяжу 3 воздушные петли и 1 столбик с накидом в центр регланной линии. Так же, как вязала в начале подреза. Все, теперь петли рукава я пропускаю. Вот он идет, рукав. Петли рукава пропускаю и присоединяюсь к тому месту, где у меня конец подреза. Низ, нижняя часть подреза. Но прежде чем присоединиться, подреза ростка, прежде чем соединиться, мне нужно связать подрез. Подрез нужно рассчитать так, чтобы количество петель совпало по узору. Я для себя посчитала, буду набирать 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 воздушных петель. И теперь присоединяюсь к краю спинки. Здесь у меня по краю, когда я вязала подрез, было 2 кромочных столбика. Сейчас мне 2 уже не надо. Я вяжу только 1. 1 столбик без накида можно между столбиками связать. Так, все, присоединилась. Рукав вот он. И дальше продолжаю вязать на петлях спинки, также ряд с арками. 3 воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик с накидом. Так, заканчиваю вязать спинку. Столбик без накида, 3 воздушные петли, и теперь также здесь 2 кромочных столбика, между ними вяжу 1 столбик. Дальше пропускаю петли рукава и перед соединением ко второй полочке также провязываю 17 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Также в центр регланной линии между рукавом и второй полочкой провязываю столбик с одним накидом и продолжаю вязать полочку. 3 воздушные петли по узору, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Продолжаю так вязать до конца полочки. Довязываю полочку, столбик без накида, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом над 2 столбиками предыдущего ряда. Все, этот ряд провязан. Теперь вяжем следующий, второй ряд, и провязываем уже петли подреза. Также 2 воздушные петли, второй кромочный столбик, воздушная петля, 5 столбиков с накидом. Это ряд с группами из 5 столбиков, между ними 1 воздушная петля. Теперь мы будем все время повторять эти 2 ряда просто по прямой. Сейчас я довяжу до подреза и покажу, как я буду по подрезу провязывать. Так, вот я подошла к подрезу, провязала 5 столбиков в последнюю полную арку, и здесь у меня перед подрезом половинка этого элемента, то есть 1 арка. После 5 столбиков по узору 1 воздушная, и мне нужно опять провязать 5 столбиков. Так как мы здесь вяжем 2 столбика в 1 арку, потом над столбиком 1 столбик и 2 столбика в следующую арку. Так я и буду здесь провязывать 2 столбика вот в эту, которая перед подрезом, 1, 2. Третий столбик вяжу в столбик, который в центре регланной линии был провязан. Вот уже 3. И значит, для группы из 5 петель мне еще нужно 2 столбика. Эти 2 столбика я буду добирать из воздушных петель, которые я набирала. Так, по одной провязываем. Один, следующую, второй столбик. Все, вот группа из 5 столбиков. То есть мы продолжили узор. 5 столбиков воздушная петля, 5 столбиков воздушная петля. Дальше также 5 столбиков провязаны, значит воздушная петля. 1 петлю воздушной цепочки я пропускаю, так как набрала уже воздушную петлю, и со следующей петли по одной из каждой петли провязываю 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем. Воздушная петля, 1 петлю пропускаем в воздушной цепочке, и в следующую начинаем опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Опять воздушная петля,
И вот мы подошли уже к концу подреза. Так же, как в начале подреза я провязывала 2 столбика, также здесь. После воздушной петли 1 столбик пропускаем. Дальше провязываем 2 столбика в 2 последние воздушные петли. 1, 2. Дальше 3 столбик над столбиком вот этим крайним. И еще 2 в первую арку. 1, 2. Все. 5, также провязано 5 столбиков. Дальше продолжаем вязать этот узор. Воздушная петля. Дальше уже как оно есть по узору. 2 столбика в арку, 3 над столбиком, 4, 5 в следующую арку. Вот так провязан подрез. Сейчас я довяжу уже самостоятельно петли спинки. Аналогично также провяжу по подрезу, как я уже показала. Здесь все точно так же. Затем довяжу петли спинки, полочки, и продолжу вязать, повторяя эти 2 ряда. Ряд с ячейками из воздушных петель, с арками, можно сказать, ряд с арками и ряд с группами из 5 столбиков, повторяя эти 2 ряда на нужную мне длину до каймы. Сколько я рядов провяжу, я подключусь и скажу. Я провязала кардиган на нужную мне длину. От подрезов я провязала основным узором 40 рядов, затем перешла на ажурный узор и провязала этим узором 13 рядов. Как я вязала узор, сейчас покажу на образце. Также я обвязала края здесь одним рядом. Это я тоже покажу на образце и расскажу, как я это делала. Количество петель в раппорте в ширину узора 30 петель плюс 2 для симметрии. У меня поместилось на мою ширину здесь полностью 12 раппортов этого узора. И я посчитала свои петли, и у меня получилось 12 раппортов на 30 петель, это 360, плюс 2 для симметрии, 362 петли. У меня еще оставалось 8 лишних петель. Я не хотела добавлять сюда петли, поэтому я просто по краям вот здесь провязывала до узора и после узора по 4 столбика высотой в соответствии со схемой. Как ряд начинается, такую же высоту столбиков здесь вязала. 4, потом перешла на узор, провязала узор, и по второму краю тоже 4. На образце я буду показывать так же, как я вязала здесь, с этими 4 крайними столбиками. Высоту нужно провязать 1 раз с 1 по 8 ряд, затем повторять на нужную вам высоту 7 и 8 ряд. Закончить вязание нужно 7 рядом и выполнить 1 ряд обвязки столбиками без накида. И здесь воздушные еще петли, это тоже на образце буду показывать. В схему я внесла небольшие изменения, так как я хотела, чтобы у меня узор не расширялся, а сужался, так как я связала на образце так же, как было на схеме. У меня получались вот эти полосы воздушных петель, они немножко фалдили и расширялось полотно. Поэтому я внесла небольшие изменения. Показывать на образце я буду так, как я вязала здесь. Изменения следующие, значит, первый ряд я провязала также, во втором ряду я провязала вот здесь не 8, там где 8 петель, я провязывала 5 петель. В общем, вместо 8 5.
И в третьем и шестом ряду, в третьем, ну, с третьего по шестой, третий, четвертый, пятый, шестой, также не 8 петель, но уже 6 петель. То есть во втором 5, а с третьего по шестой вместо 8 6. Дальше вязала так, как в узоре. Да, высоту я провязала все 13 рядов схемы и 14 ряд вот этот обвязка столбиками без накида. Можно вязать, как я сказала, длиннее, можно вязать короче. На рукавах я по низу рукавов планирую вязать покороче. Не 13 рядов, а посмотрю, как мне там будет нравиться. Итак, покажу сейчас на образце, как я вязала этот узор. Итак, последний ряд перед началом вязания узора у меня это был ряд, в котором провязывались группы по 5 столбиков, между ними одна воздушная петля. И я считаю эти столбики 5 столбиков и одна воздушная петля, это тоже столбик. То есть 5 воздушных петель и одна воздушная, это 6 петель для узора. И первый ряд, это был по лицевой стороне ряд провязан. И первый ряд узора, вот этот, который я сейчас буду провязывать, вяжется по изнаночной стороне. Итак, начинаю вязание, как я сказала, с 4 дополнительных столбиков. Первый ряд по схеме начинается со столбиков, вяжется столбиками с 2 накидами. Поэтому дополнительные столбики свои я также вяжу столбиками с 2 накидами. Для столбика с 2 накидами я делаю 3 воздушные петли подъема. Вы можете делать 4, смотря на какой высоты вы вяжете столбики. Итак, 3 воздушные петли подъема, заменяющие первый столбик. И продолжаю вязать над следующим столбиком второй столбик с 2 накидами. Итак, делаю 2 накида на крючок, ввожу крючок в петлю, вытягиваю нить, затем провязываю 2 петли на крючке, еще раз провязываю 2 петли на крючке и еще раз 2 петли на крючке. Это столбик с 2 накидами. 3 я уже провязала, еще один, четвертый, по одному над каждым столбиком предыдущего ряда. Вот 4 я провязала, и теперь начинаю по схеме. По схеме ряд начинается, еще нужно провязать так, 3, 4, 5 столбиков с 2 накидами. По одному над каждой петлей. Один, два, три, четыре, 5. Дальше 2 воздушные петли и пропускаем 2 петли предыдущего ряда. Дальше 3 столбика с 2 накидами, над каждым столбиком по одному. Один столбик, второй, третий. И дальше повторяются вот эти группы. 2 воздушные петли, пропустить 2 петли предыдущего ряда и начиная со следующей, так, 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. Еще раз 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в следующую 3 столбика в 1,
в следующий столбик второй, и в следующий столбик третий. И так провязываем эти группы по 3 столбика с 2 накидами, между ними 2 воздушные петли, пропустить 2 петли основания. Полностью провязываем так весь ряд, пока не останется 9 петель. В конце ряда после последней группы из 3 столбиков 2 воздушные петли, 2 петли пропустить и 5 столбиков по схеме с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце 4 дополнительных у меня столбика. У вас может быть другое количество. Столько, сколько лишних петель остается после полного узора, то есть что не вмещается в раппорт узора из 30 петель. Третий и четвертый. Все, первый ряд провязан. Второй ряд. Второй ряд начинается со столбиков с одним накидом, поэтому дополнительные свои столбики я тоже вяжу столбиками с одним накидом. 2 петли подъема заменяют первый столбик, над следующим второй столбик с одним накидом, третий и четвертый. Дальше по схеме нужно провязать 8 столбиков с одним накидом, 5 над 5 столбиками и 3 в арку. Над 5 столбиками предыдущего ряда вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арку еще 3. Раз, 2, 3. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну арку и в следующую арку вяжем 6 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну арку и, начиная со следующей арки, провязываем 15 столбиков с одним накидом. В арку 3 столбика. 1, 2, 3.
Дальше над 3 столбиками предыдущего ряда 4, 5, 6, 4, 5, 6. Дальше снова в арку 7, 8, 9 над столбиками, 10, 11, 12 и в арку 13, 14, 15. И так будет идти по всей длине ряда чередование через 5 воздушных петель, группа столбиков с 2 накидами, 15 столбиков с 1 накидом. Снова группа столбиков с 2 накидами, и каждый раз нужно пропускать 1 арку. Итак, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 арку пропускаем, в следующую 6 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше снова по длине 5 воздушных петель, 1 пропускаем, 15 столбиков. У меня здесь уже конец ряда, и в конце ряда так: после группы из столбиков с 2 накидами 5 воздушных петель, также 1 арку пропускаем, и начиная со следующим начинаем вязать столбики с 1 накидом. 3 столбика в арку, 1, 2, 3 и 5 над столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. В конце, так же как в начале, 8 столбиков. И я вяжу свои дополнительные 4 столбика. Также столбиками с 1 накидом. 2, 3, 4. Третий ряд. Третий ряд по схеме начинается с полустолбиков, поэтому дополнительные столбики я также буду вязать полустолбиками. 1 воздушную петлю делаю, и с первого столбика начинаю провязывать полустолбики. Делаю накид на крючок, ввожу крючок в петлю, вытягиваю нить и провязываю через 3 петли на крючке. 1, 2, 3 и 4. Дальше по схеме 7 полустолбиков. Над каждым столбиком по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 остается.
Дальше 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И над 6 столбиками с 2 накидами предыдущего ряда вяжем следующим образом. Над первым столбик с 2 накидами, над вторым столбик с 2 накидами, над третьим столбик с 2 накидами. Три воздушные петли, 1, 2, 3, и над следующими 3 также по одному столбику с 2 накидами. Один, два, три. 6 воздушных петель, над столбиками с одним накидом предыдущего ряда провязываем 12 полустолбиков. Пропускаю один столбик предыдущего ряда и начиная со второго провязываю 12 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И так чередуем. Над 6 столбиками 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика с 2 накидами. Над 15 столбиками предыдущего ряда 12 полустолбиков, начиная со второго. 6 воздушных петель. И снова вот группа из 6 столбиков с 2 накидами провязываем 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Второй, третий, 3 воздушные, и еще 3. 1, 2, 3. 6 воздушных. И вяжем полустолбики так же, как в начале ряда. 7 полустолбиков. Первый пропускаем, начиная со второго 7 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце я вяжу свои 4 дополнительные петли, также полустолбиками. 1, 2, 3, 4. Четвертый ряд. Четвертый ряд также начинается с полустолбиков. Провязываю 4 дополнительных. 1,
2, 3, 4 и 5 по схеме. 1, 2, 3, 4, 5. 2 остаются непровязанными. Дальше 6 воздушных. Дальше вяжем над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда. Над первыми 3 провязываем 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 2 воздушные петли. И вот в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда 5 столбиков с 2 накидами, вводя крючок под арку. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли. И над следующими 3 столбиками также 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше над полустолбиками предыдущего ряда провязываем 8 полустолбиков. Первый пропускаем, начиная со второго, 8 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 воздушных. И так же, как вот здесь вязали. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. В центр арки 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. И так чередуем эти группы. В конце ряда 6 воздушных.
Пропускаем 2 столбика. Так. И провязываем так же, как в начале ряда, 5 столбиков. Раз. 5 полустолбиков. И в конце 4 дополнительных. Раз, два, три, 4. Пятый ряд. Он также начинается с полустолбиков. Провязываю 4 дополнительных полустолбика. Три, 4 и еще 3 по схеме. 1, 2, 3. Дальше 6 воздушных. И начинаем вязать над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Над 5 столбиками вяжем так. Над первым первый столбик, над вторым второй столбик с 2 накидами, над третьим третий столбик с 2 накидами. Три воздушные. И еще 3 столбика. Откуда сейчас третий столбик выходил, сюда же первый столбик, следующий второй и в следующий третий. Три воздушные. И над 3 столбиками предыдущего ряда 3 столбика с 2 накидами. Дальше 6 воздушных. И над полустолбиками предыдущего ряда вяжем 4 полустолбика, пропуская 2. Начиная с третьего. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И так чередуем. Эту группу 4 полустолбика, эту группу 4 полустолбика. Между ними по 6 воздушных петель. 6. И снова вот эта группа. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1,
2, 3. 3 воздушные над следующими столбиками. 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Первый столбик сюда же. И в 2 следующие еще по одному. Ой. Что-то у меня. Один, 2, 3. 3 воздушные. И над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в конце ряда 2 пропускаем, 3 полустолбика, так же как в начале ряда. 1, 2, 3 и 4 дополнительных я вяжу. 1, 2, 3, 4. Шестой ряд. 1 воздушная для подъема и 4 дополнительных полустолбика. 1, 2, 3, 4. И еще 1 по схеме. 6 воздушных. И переходим к вязанию над столбиками. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Над следующими 3 столбиками также 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 2 воздушные и подарку центральную 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3,
3, 4, 5. 2 воздушные над 3 столбиками предыдущего ряда, 3 столбика с 2 накидами, 1, 2, 3, 3 воздушные над 3 следующими столбиками, также 3 столбика с 2 накидами, 1, 2, 3. 6 воздушных, и дальше 1 полустолбик над 4 предыдущими, 2 пропускаем, 1 полустолбик, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и снова вот такая группа. Над 3 предыдущего ряда вяжем 3 столбика с 2 накидами, воздушные, над следующими 3 еще 3 столбика с 2 накидами, 2 воздушные, в центр арки 5 столбиков с 2 накидами, 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные над 3 столбиками, 3 столбика с 2 накидами, 3 воздушные, и над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. Шесть воздушных в конце ряда. Так же, как в начале, 1 полустолбик, 2 пропускаем, 1 полустолбик по схеме и 4 дополнительных. 1, 2, 3, 4. Седьмой ряд. Седьмой ряд по схеме начинается со столбика с 3 накидами, поэтому свои дополнительные столбики я также буду провязывать столбиками с 3 накидами. Для этого я делаю 4 воздушные петли подъема, заменяющие первый столбик, и дальше делаю 3 накида на крючок,
И провязываю над каждым столбиком, провязывая по 2 петли с крючка. 1 раз 2, 1 раз 2, 3 раз 2 и оставшиеся 2. Так, я начала не там. 4 провязываю так дополнительных. И еще 1 по схеме. Три воздушные. И над следующей группой из 3 столбиков 1 столбик с 2 накидами над средним столбиком. 1 пропускаем, над следующим вяжем. Столбик с 2 накидами. 4 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Над 5 столбиками предыдущего ряда вяжем в первые 3 по столбику с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. И еще 3 столбика. Первый из них в тот столбик, откуда вышел 3 столбик. 1. И над 2 следующими еще 2. 2. 3. 3 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 2, 3, 4 воздушные. И над следующими 3 столбиками 1 столбик с 2 накидами. Первый пропускаем, над вторым столбик. Дальше 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И уже вот здесь ничего не вяжем, а вяжем сразу такую же группу, какую сейчас вязали. Один столбик пропускаем. Во второй вяжем столбик с 2 накидами. 4 воздушные. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Дальше над 5 столбиками вяжем
3 столбика, также с 2 накидами, 3 воздушные, еще 3 столбика, первый туда же, откуда выходил предыдущий, третий. 1, 2, 3. 3 воздушные, над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами, 1, 2, 3, 4 воздушные, и над 3 столбиками 1 столбик с 2 накидами. И в конце ряда 3 воздушные, так же как в начале ряда, 1 столбик с 3 накидами, и 4 дополнительных столбика, также провязываю с 3 накидами. 1, 2, 3, 4. Восьмой ряд. Восьмой ряд начинается со столбика с 1 накидом, поэтому дополнительные столбики также вяжу столбиками с 1 накидом. Первый, второй, третий, четвертый. И еще 1 столбик с 1 накидом по схеме. 6 воздушных. Дальше вот этот 1 столбик пропускаю и начинаю вязать над 3 столбиками. Вяжу 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 2 воздушные. В арку 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 3 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1,
3, 6 воздушных, один столбик этот пропускаем, и вот эта цепочка из 5 воздушных петель, в центр этой цепочки провязываем один столбик без накида. Желательно не под цепочку, а именно в центр цепочки. Так будет более ровно. 6 воздушных. И повторение того, что я сейчас уже показала. Один столбик, где был один столбик, пропускаем. Над 3 следующими столбиками провязываем 3 столбика с 2 накидами. Три воздушные. Над 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 2 воздушные. В арку 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 3 воздушные. Над следующими 3 столбиками 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 6 воздушных. Пропускаем один столбик и в конце один столбик над первым столбиком предыдущего ряда с накидом. И 4 моих дополнительных я вижу столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Это все раппорты, весь раппорт, который не повторяется дальше, потом повторяется после этого 7, 8 ряд, 7, 8 ряд. То есть первые 6, и потом повторяется 7, 8, над 8 7 и дальше 8, 7, 8. Я так провязала 13 рядов. 13 ряд, он такой же, как 7 ряд. Поэтому я сейчас 8 ряд распущу, чтобы показать обвязку. 7 ряд такой же, как 13. Обвязка по схеме. Вот 7, 8 и 7, 13 такой же, как 7. Обвязка столбиками без накида. Также я начала
Сначала провязала свои 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем 1 по схеме. И дальше обвязывается так. Над воздушными первыми 3 столбика. В центр я вязала. Дальше 4 в следующую арку. Над столбиком ничего не вязала. 4. Над 3 столбиками 3. 1, 2, 3. И затем вот в арку. Так, уже забыла. 2 воздушная петля и 2 в арку, 2 столбика без накида, 1, 2 воздушная петля, и в эту же арку еще 2 столбика без накида. Затем над 3 следующими столбиками по 1 столбику без накида. В центральную арку также 2 столбика без накида, 1, 2, воздушная петля, сюда же 2 столбика без накида. Затем над 3 столбиками 3 столбика без накида. И еще раз в арку 2 столбика, 1, 2, воздушная петля, сюда же 1, 2. Дальше над 3 столбиками 3 столбика, в следующую арку 4 столбика, 1, 2, 3, 4. И над центральной вот этой аркой, где было 5 воздушных петель, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И все, это раппорт. Также дальше все повторяется, как я сейчас уже показала. Дальше после столбика вот этого одиночного 4 и так далее. Как я уже показала, все одинаково. Повторяется до конца ряда. В конце ряда так же, как в начале. Дальше, закончив обвязку последнего ряда, я сразу же, не обрывая нить, начала провязывать столбики без накида по полочкам и по горловине. Как я это делала? По узору, там, где был узор, я просто вот провязала 2 воздушные петли подъема и начала провязывать столбики, вот полочка, с накидом, так как получается. То есть я здесь просто смотрю, куда попадает столбик, так, чтобы не было, не фалдило и чтобы не стягивало полотно. Вот так смотрю, сколько помещается в столбиках, как они ровно ложатся. И дальше так. Потому что здесь высота столбиков везде разная в узоре. То ряд начинается со столбиков с 2 накидами, то с 3 накидами, то с полустолбиками. Поэтому здесь нужно просто вот так посмотреть. Здесь будет видно, если будут лишние столбики, их будет видно. И также, если будет стягивать, также будет видно.
вот на самом полотне, по узору провязала, а дальше там, где начался основной узор, вот этот, я вязала по 2 столбика напротив каждого ряда, по 2 столбика с накидом напротив каждого ряда. Здесь одинаково начинался всегда ряд, поэтому я уже вязала просто по 2 столбика напротив каждого ряда. Провязала так до края полочки. Здесь, чтобы тоже не стянуло, я провязала 2 столбика, воздушная петля для разворота, вот она. И сюда еще тоже пару столбиков на край. И потом здесь у меня был край ячеек, на который я набирала горловину. И я провязывала в каждую ячейку провязывала 2 столбика и 1 столбик между ячейками. Опять в следующую ячейку 2 столбика, 1 столбик между ячейками. То есть получается по сути по 3 столбика на каждую ячейку, но для того, чтобы они ложились более ровно, я провязывала 2 в ячейку и 1 между ячейками. Так по всей горловине. И еще в углах, вот здесь, где регланные линии, я провязывала центральную ячейку 3 столбика с накидом, незаконченных, с общей вершиной, чтобы закруглить край. И так в центре каждой регланной линии 3 столбика незаконченных с одним накидом с общей вершиной. Так обвязала полностью по полочкам и по горловине. На этом тело готово, и мне осталось связать рукава. Я связала один рукав и приступаю к вязанию второго. Начало вязания будет в центре подреза. Вот здесь 2 полных раппорта, вот по 5 петель. Между ними воздушная петля. Это будет начало вязания. Итак, в центре подреза присоединяю рабочую нить. Делаю воздушную петлю и разворачиваюсь на изнаночную сторону, так как последний ряд был по лицевой стороне вязался. Это был ряд с группами из 5 столбиков. И теперь ряд с арками. Разворачиваюсь и в эту же арку провязываю столбик без накида. Вот это начало вязания в центре подреза. И дальше я провязываю узор, ряд с арками, и там, где провязаны группой из 5 петель, обычный узор, то есть сейчас я это буду показывать, и также нужно набрать петли по подрезу. Здесь нет таких групп из 5 петель. Я буду набирать следующим образом. Здесь есть ряды, вот поперечные ряды с группами из 5 петель, и есть ряды с арками. Вот я буду провязывать напротив рядов с арками. Итак, сначала по подрезу. Здесь следует у меня группа из 5 петель. Здесь обычный такой же узор, как уже вязали. 3 воздушные петли. В 3 из 5 провязываю столбик с накидом.
3 воздушные петли и в следующую арку столбик без накида. Дальше здесь угол следует. Я провязываю 3 воздушные петли. По узору у меня дальше должен идти столбик с накидом. И я в центр, вот сюда, провязываю, в угол, вернее, не в центр, а в угол, провязываю столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли. По узору следующий должен быть столбик без накида. Итак, вот я буду, как я сказала, провязывать напротив рядов с арками. Этот ряд, вот напротив, я провязала столбик с накидом. Теперь следующий ряд, напротив него, вот напротив ряда с арками, провязываю столбик без накида. И продолжаю вязание. 3 воздушные петли. Напротив следующего ряда с арками провязываю столбик с накидом. То есть чередую столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накида, столбик без накида, столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли. Следующий столбик без накида. Нахожу следующий ряд с арками. Вот он. И напротив него провязываю столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. Следующий вот ряд с арками идет. Напротив него провязываю столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли. И дальше уже следующий ряд. Это ряд перед группой из 5 столбиков. Вот в эту арку перед группой из 5 столбиков провязываю столбик без накида. Все у меня сошлось. И дальше я провязываю так, как мы уже вязали этот узор. 3 воздушные петли, столбик с накидом в центр группы из 5 столбиков, то есть в третий столбик, 3 воздушные петли, между группами из 5 столбиков в арку столбик без накида. 3 воздушные петли, снова столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида. И так продолжаю вязать провяжу сейчас до угла перед подрезом и здесь подключусь. Итак, я подхожу к следующему углу. В последнюю группу из 5 столбиков я провязала столбик с одним накидом. И дальше вяжу 3 воздушные петли. После группы из 5 столбиков в арку столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик с накидом вот сюда в угол. Вот это угол. Столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли. Дальше в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. Над третьим столбиком из 5 предыдущего ряда столбик с накидом, 3 воздушные петли, и я пришла к началу ряда. В начале ряда я провязала столбик без накида, и в этот столбик без накида первый провязываю соединительный столбик. Все, первый ряд связан. Дальше я буду убавлять, начиная со второго ряда, в течение последующих 4 рядов. Я убавлю по одному раппорту в начале ряда и в конце ряда. По одному раппорту в течение последующих 4 рядов. Так, вяжу второй ряд.
Это ряд с группами из 5 столбиков, и здесь начинаю делать убавление. Сначала здесь, где присоединилась я к столбику без накида, соединительным столбиком, над этим, дальше здесь будет идти центр. Провязываю 3 воздушные петли для того, чтобы подняться на высоту ряда. Разворачиваю вязание на лицевую сторону, так как ряд из 5 столбиков вяжется по лицевой стороне. И теперь над первым и последним раппортом я буду провязывать не 5 столбиков с накидом, как это идет по узору, а по 3 столбика. Итак, вот первый раппорт, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли. И провязываю 3 столбика с накидом. В центр арки первый столбик с накидом, над столбиком предыдущего ряда второй столбик с накидом, и в следующую арку третий столбик с накидом. Вот вместо 5 я провязала 3. Дальше до последнего раппорта я продолжаю вязать узор так, как он и должен идти. То есть 1 воздушная петля, и над следующим раппортом провязываю 5 столбиков с накидом. То есть 2 в арку, 3 над столбиком и 2 в следующую арку, 4 и 5. Дальше воздушная петля, и над следующим раппортом также 5 столбиков, 2 в арку, 3 над столбиком, 4 и 5 в арку, воздушная петля, и продолжаю вязать эти группы из 5 столбиков до последнего раппорта ряда. Последний раппорт ряда также нужно провязать только 3 столбика. Я сейчас провяжу до последнего раппорта и подключусь. Так, в конце второго ряда, после последних 5 столбиков, также воздушная петля, и над последним раппортом провязываю, как и в начале ряда, 3 столбика вместо 5. В арку 1 столбик, над столбиком предыдущего ряда 2 столбик с накидом, и в центр арки 3 столбик. И дальше присоединяюсь к началу ряда, где я провязывала в начале ряда 3 воздушные петли подъема, в 3-ю воздушную петлю подъема провязываю соединительный столбик. Третий ряд. 1 воздушная петля, разворачиваю вязание на изнаночную сторону и в эту же петлю провязываю столбик без накида. Дальше над 3 столбиками без накида также вяжу неполный раппорт. 2 воздушные петли вместо 3. Над средним столбиком, то есть над вторым, столбик с накидом, 2 воздушные петли, и в следующую арку столбик без накида. То есть 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли вместо 3 воздушных петель. Дальше также продолжаю вязать до последнего раппорта, все по узору. 3 воздушные петли, столбик с накидом, центральный столбик из группы из 5 петель, то есть в 3 столбик, 3 воздушные петли, в арку столбик без накида, и продолжаю так вязать. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида. Провязываю до последнего раппорта. В конце 3-го ряда над 3 столбиками с накидом предыдущего ряда провязываю так же, как в начале,
ряда 2 воздушные петли, над вторым столбиком столбик с накидом, 2 воздушные петли. В начале ряда я провязывала в центре подреза столбик без накида, в него провязываю соединительный столбик. Дальше провязываю 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на лицевую сторону, 4-й ряд. Теперь над первым вот этим неполным раппортом я провязываю над столбиком с накидом 1 столбик с накидом, и все. И дальше продолжаю вязать, начиная со следующего раппорта до последнего неполного раппорта, все по узору: воздушная петля, 2 столбика в арку, 3 над столбиком, 4-й, 5-й в арку, воздушная петля, и продолжаю вязать группой из 5 петель до последнего раппорта. В конце 4-го ряда после 5 столбиков воздушная петля, и над последним раппортом, над столбиком с накидом провязываю столбик с накидом и присоединяюсь к 3-й воздушной петле подъема в начале ряда. Воздушная петля, разворачиваю вязание на изнаночную сторону, 5-й ряд. В эту же первую петлю провязываю столбик без накида. И дальше уже идет группа из 5 столбиков. Вот этот 1 столбик в начале ряда я пропускаю, сразу начинаю вязать узор. 3 воздушные петли, в 3-й столбик из 5 столбик с накидом, 3 воздушные петли, в арку столбик без накида. И продолжаю вязать арки из 3 воздушных петель и столбик с накидом, столбик без накида. Обычный ряд до конца. В конце 5-го ряда связала столбик с накидом над группой из 5 петель, 3 воздушные петли, пропускаю вот этот 1 столбик и присоединяюсь соединительным столбиком к началу ряда, к столбику без накида, который провязывала в начале ряда. Все, 2 раппорта я убавила. В начале у меня было 26 раппортов, сейчас осталось 24. Следующие 2 ряда, 6-й и 7-й, я провязываю без убавок, без убавлений. То есть сразу вот начинается первый элемент, я поднимаюсь, 3 воздушные петли провязываю, разворачиваю вязание на лицевую сторону и начинаю вязать сразу узор. В первую арку 2 столбика с накидом, 3-й столбик над столбиком предыдущего ряда, и в следующую арку 4-й и 5-й столбик, 4-й, 5-й, воздушная петля, и продолжаю вязать группой из 5 петель до конца ряда. Это 6-й ряд. В конце 6-го ряда также над последним раппортом провязываю 5 столбиков, 2 в арку,
3 над столбиком, 4, 5 в арку, 4, 5 и соединительный столбик в 3 воздушную петлю начала ряда. И 7 ряд также он без убавлений, воздушная петля, разворачиваю вязание на изнаночную сторону, в эту же петлю провязываю столбик без накида и продолжаю вязать узор. 3 воздушные петли, столбик с накидом в 3 столбик предыдущего ряда, группа из 5 столбиков, 3 воздушные петли, столбик без накида и продолжаю 3 воздушные петли, столбик с накидом, то есть обычный ряд без убавлений. Провязываю до конца ряда. В конце 7 ряда также 3 воздушные петли, столбик с накидом над 3 столбиком, 3 воздушные петли и соединительный столбик в 1 столбик без накида. Все 7 рядов. Дальше уже все будет повторяться. Я сейчас пока расскажу на примере 2 рукава. После 7 ряда, как я сейчас показала, я еще дважды повторила со 2 по 7 ряд. То есть провязала со 2 по 7 еще раз и со 2 по 7 еще раз. Таким образом я сделала всего 3 убавления, и у меня убавилось 6 раппортов. Осталось у меня 20 раппортов, и дальше я вязала ровно, повторяя 2 ряда без убавлений, которые я показала, то есть 6-7 ряд. Повторяя эти 6-7 ряд ровно до узора. Всего от начала вязания рукава до узора я провязала 40 рядов. Как я сказала, у меня осталось 20 раппортов, это 120 петель. Для того, чтобы мне провязать узор, мне нужно было число кратное 30. У меня поместилось 4 раппорта, то есть 120 по 30 петель, это 4 раппорта узора. И еще один столбик средний, который я вязала. На протяжении он дополнительный, то есть 121 петля нужна. Ну, одну петлю здесь просто добавить, пропустить не 2, в начале вот здесь, когда вяжем, пропустить не 2 петли предыдущего ряда, а одну, и получится 121. Узор я вязала так же, как я уже показывала, как я вязала по нижней части, но меньшее количество рядов. Здесь я провязывала 13 рядов, и 14 это ряд обвязки. Здесь же я провязала с 1 по 9 ряд, и последний ряд это ряд обвязки, такой же, как здесь. Здесь я вязала в начале, провязывала еще дополнительные столбики. Здесь же на рукаве все вяжется точно так же, только без этих дополнительных столбиков, так как у меня здесь все сошлось по петлям. Единственное, что здесь я вязала поворотными рядами, а рукав я вязала по кругу. Если эту часть поворотными рядами, то узор я вязала уже весь по лицевой стороне. Это не обязательно, можно также вязать поворотными рядами. Я начала вязать по лицевой стороне, так и продолжила. Разницы здесь внешне никакой нет, фактически. Выглядит все одинаково. Все, продолжаю вязать так же, как я рассказала, 2 рукав. Я довязала 2 рукав и пришила пуговицы. Стирала я в стиральной машине и сушила в вертикальном положении. Если вы тоже свяжете такой кардиган,
Буду рада увидеть фото вашей работы. На этом у меня все. Вяжите с удовольствием и до встречи в моих новых видео.